Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 31 марта. В этом видео поговорим о церковном календаре, поговорим о народном календаре, также уделим внимание, друзья, с вами народным приметам, а также что можно и чего категорически нельзя делать. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии пропишите следующую волшебную фразу: «Моя жизнь наполнена любовью, добротой и гармонией, и я привлекаю только благоприятную карму в свою жизнь». Истинно да будет так. После местоимения «я» обязательно напишите ваше полное имя, и Вселенная обязательно откроет перед вами дороги, и в вашей жизни действительно могут произойти в любой момент судьбоносные изменения. Еще раз: моя жизнь наполнена любовью, добротой и гармонией, и я привлекаю только благоприятную карму в свою жизнь. 31 марта, друзья, в православной церкви почитается память святителя Кирилла Иерусалимского. Это благочестивый пастырь и праведник, чья жизнь, служения и веры оставила глубокий след в истории христианства. Родившись около 315 года, святой провел свое детство в Святом Иерусалиме, где получил прекрасное образование и был воспитан в строгости и в христианской благочестивости. В возрасте совершеннолетия он вступил в монашеское братство, а в 345 году был посвящен в сан пресвитера. В 350 году, после кончины архиепископа Иерусалимского Максима III, Кирилла поставили его преемником. Однако его путь к святости был усеян испытаниями и борьбой за веру. Одним из ярких событий его жизни стало необычное явление в день Пятидесятницы. На небе над Иерусалимом возник честный крест, который в течение нескольких часов ослепительно сиял. Кирилл увидел в этом знамении призыв к обращению к вере и добродетели и рассказал об этом императору. Однако его доброта и праведность вызвали только зависть и ненависть в некоторых кругах. Когда Иерусалим столкнулся с угрозой страшного голода, Кирилл не остался равнодушным. Он продал свое имущество и начал продавать ценности, стремясь тем самым помочь голодающим. Однако его добрые дела стали предметом клеветы, и его изгнали из Иерусалима. Дважды он был оправдан, но и дважды вновь изгнан. Лишь при императоре Феодосии Великом он окончательно вернулся к своей пастве и продолжил свое служение. Святитель Кирилл Иерусалимский ушел из жизни в 386 году, оставив после себя светлый пример благочестия и самоотверженного служения. Его жизнь полна подвигов и веры, и его память живет в сердцах верующих, вдохновляя нас следовать пути праведности и любви. Поэтому в этот день, 31 марта, мы вспоминаем о его жизни и просим молитвенное заступничество перед Господом Богом. А вот в народном календаре этот день имел следующее интересное название: Кириллов день, день Кирилла, Кирилл дери полос, проказы домового или просто Трофим Евкарп. В народе отмечали день, который получил название проказы домового, поскольку на Руси верили, что именно сегодня, 31 марта, просыпается после зимней спячки домовой и начинает шалить. 31 марта также это день, когда народный календарь приносит нам интересную погодную примету, которая тесно связана с природными явлениями и повседневной жизнью людей. В этот день среди народа отмечалась фраза «Кирилл, дери полос». Интересно, что связанная с этой датой погодная примета имела непосредственное отношение к состоянию дорог и условиям передвижения в это время года. К концу марта ездить по дорогам на санях становилось уже достаточно затруднительно, а иногда и совершенно невозможно из-за таяния снега и изменений в природных условиях. В результате возникало такое выражение «Кирилл, дери полос».
Выражение «дери полос» указывало на то, что дороги становились скользкими и неудобными для движения на санях из-за разрушения верхнего слоя снега. Это явление становилось проблемой для людей, особенно для тех, кто зависел от транспорта для своих повседневных дел. Поэтому это название дня и являлось своеобразным предупреждением о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться нашим предкам в это время года. Кроме того, 31 марта считался днем, когда судили о погоде в начале апреля. Эта народная примета указывала, что характер погоды в последний день марта может быть своего рода предвестником того, что нас ожидало в начале апреля. Если 31 марта погода ясная, солнечная, теплая, это считается благоприятным знаком на ближайшие дни. Однако, если день прохладный, ветреный или дождливый, то это может предвещать переменчивую или холодную погоду в начале апреля. 31 марта считался временем начала подготовки к посевным работам. С приходом весны крестьяне начинали активные приготовления к посеву, обрабатывая землю и готовя поле для посева семян. Это время отличалось особым энтузиазмом и надеждой на успешный урожай. Кроме того, наши предки 31 марта совершали специальные обряды, ритуалы, которые были направлены на благословение почвы и обеспечение в дальнейшем хорошего урожая. Люди заговаривали поля, произнося определенные слова и молитвы, чтобы привлечь благословение свыше и обеспечить обеспечить землю плодородием. Эти обряды имели символическое значение и служили выражением веры в силу природу и благословения свыше. Одним из замечательных растений, которые и особую роль играли в день Кирилла, являлась мать и мачеха. Это растение считалось главной врачевательницей от простудных заболеваний, таких как астма, бронхит или кашель. Женщины собирали мать и мачеху и использовали ее для приготовления настоев и отваров, которые помогали облегчить симптомы болезни и укрепить здоровье. Кроме того, цветение мать и мачехи и подснежников имело особое значение для наших предков. По цветению мать и мачехи определяли подходящее время для посадки картофеля. Согласно народной примете, ровно через месяц после появления первых цветков наступало время для высадки картофеля, что позволяло оптимально распределить сельскохозяйственные работы. Если же к 31 марта расцветали подснежники, это считалось сигналом о том, что пришло время готовиться к высадке рассады летних цветов. Астры, герани, петунии, гвоздики, то они все требовали подготовки к посадке в определенный период времени, и подснежники служили своеобразным индикатором начала этого процесса. Также в народной культуре существовало множество обрядов и поверий, связанных с суевериями и представлениями о духах, которые обитали в доме. Одним из таких обычаев являлся обряд пробуждения домового, который, согласно преданию, просыпался в ночь с 31 марта на 1 апреля после зимнего сна и начинал шалить. Ну а чтобы предотвратить его шалости и защитить свой дом, люди прибегали к различным обрядам и ритуалам. Одним из распространенных обрядов, связанных с пробуждением домового, это было его задабривание. Люди верили, что если не принять меры, домовой может причинить различные неудобства и неприятности. Поэтому в ночь с 31 марта на 1 апреля хозяева дома оставляли в углу комнаты кусок сладкого пирога, чашку с молоком и несколько монет. Эти предметы считались благоприятными для домового и должны были успокоить его, чтобы он не совершал различные пакости. Сладкий пирог символизировал доброту и щедрость хозяев, молоко – питание и уважение к домовому, а монеты – материальное благополучие. Вот именно эти предметы и считались своеобразным жертвоприношением для духа дома, чтобы он остался благосклонным к своим обитателям.
Давайте теперь поговорим о том, что же нельзя было делать 31 марта по народным приметам, традициям и обрядам. Согласно поверью, 31 марта запрещалось ходить в гости, так как это могло привести к потере удачи в любви и в деньгах. В этот день считается, что прием гостей может нарушить гармонию в доме и привлечь негативные энергии. Поэтому люди предпочитали оставаться дома и избегать визитов. Также 31 марта нельзя было впускать в свой дом непрошенных гостей, так как они могут принести с собой негатив и нанести вред вашему здоровью, радости и счастью. Если же все-таки кто-то решит погостить, существовала традиция произнесения определенных слов для защиты от негативного влияния. Люди говорили трижды в спину определенные слова, а после ухода гостя читали молитву «Отче наш» для очищения и защиты дома от негатива. Также, согласно народным поверьям, 31 марта не рекомендовалось за столом обсуждать чужие ошибки и недостатки. Народное поверье гласило, что такие разговоры могут привести к неприятным последствиям, вплоть до чувства удушья. Это было связано с тем, что в этот день, как считается, энергия особенно чувствительна к негативу, и негативные мысли и слова могут нанести вред как собеседнику, так и говорящему. Есть еще одно народное поверье, которое говорит нам о том, что в этот день, 31 марта, не следует купать малыша при открытых дверях. Иначе это может наслать на ребенка болезнь или принести несчастье. Хотя, на первый взгляд, это может показаться суеверием, но все-таки многие люди до сих пор придерживаются этой народной традиции, чтобы оберегать своих детей и обеспечить им благополучие. Также 31 марта не рекомендуется давать деньги в долг. Это может привести как дающему, так и просящему к серьезным денежным проблемам и непредвиденным тратам. Также энергия этого дня считается особенно чувствительной к финансовым каким-то моментам, и любые денежные операции могут привести к негативным последствиям. Также в этот день не следует подстригать волосы. Народное поверье говорит, что это может настигнуть человека мелкими неурядицами. По этой причине визит в салон красоты или в парикмахерскую лучше отложить на другой день, чтобы избежать негативного влияния этой даты на ваш внешний вид и на благополучие. Также 31 марта не рекомендуется совершать необдуманные покупки. Это может привести к крупным неприятностям, которые будут связаны с деньгами. Такие покупки могут привести к финансовым трудностям, которые будут непросто решить самостоятельно. В результате придется залазить в долг или жить за счет помощи близких людей. Еще одним важным запретом этого дня является то, что не следует надевать чужие вещи. Народное поверье утверждает, что это может принести себе беды и горести хозяина одежды. По этой причине даже обмен вещами с родственниками или друзьями не рекомендуется, для того, чтобы избежать негативного влияния на вашу жизнь и на ваше благополучие. Также 31 марта не рекомендуется считать количество собранных в курятнике яиц. Это может отразиться на продуктивности кур, и они просто-навсего перестанут нести яйца. Хотя это может показаться суеверием, но многие люди в селах придерживаются этой народной традиции до сих пор, чтобы избежать потери яиц и обеспечить хорошую продуктивность своих курочек. Еще одно народное предостережение говорит нам о том, что в этот день, 31 марта, не следует доедать из чужой тарелки или допивать из чужой чашки. Народное поверье предупреждает, что это может привлечь неприятности, которые будут связаны с незнакомыми людьми, и втянуть в какую-то неприятную ситуацию. Даже если эта привычка обычно не вызывает у вас беспокойства, лучше воздержаться от нее в этот день, чтобы избежать негативных последствий. А вот люди, которые родились 31 марта, считается, что первая половина их жизни может быть наполнена особым благополучием, счастьем и достатком. Кроме того, им предписано носить аметист в качестве украшения или талисмана, чтобы привлечь положительные энергии и защитить себя от негативных действий. Аметист, как камень, обладающий особыми энергетическими свойствами, считается символом мудрости, ясности мысли
мыслей и духовного развития. Он способен оберегать носителя от стресса, негативных эмоций и неблагоприятных ситуаций. Носить аметист как украшение или хранить его рядом с собой в качестве талисмана помогает создать защитный барьер от вредных воздействий внешнего мира и привлечь положительные изменения в жизнь. Ну а сны, увиденные в ночь с 30 на 31 марта, обладают особой значимостью. Вероятность стать вещим может подчеркнуть его потенциальное влияние на вашу жизнь или важность его символом для вашего подсознания. Но если вам приснился дурной сон, не стоит паниковать или расстраиваться. В контексте данного толкования это может быть интерпретировано как сигнал о том, что все негативные события и опасения, которые вы увидите во сне, скорее всего, будут временными и уйдут обязательно из вашей жизни. Это может быть и предвестником окончания каких-то трудностей или даже изменений к лучшему. Вот, друзья, вот такой у нас с вами последний день марта этого года. Мы надеемся, он пройдет для вас успешно, благополучно и легко. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите: «Моя жизнь наполнена любовью, добротой и гармонией, и я, ваше полное имя, привлекает только благоприятную карму в свою жизнь. Истина да будет так». Не ленитесь, прописывайте, и Вселенная обязательно это приумножит в вашей жизни. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.